Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я повесила две иллюстрации, которые раскрасила. Адвент-календарь и вот эту иллюстрацию. Такой получился уютный уголок. И сейчас я вам покажу одну покупку, которую я совершила. Это вот такая раскраска «Время для Хьюги». Ну, я на самом деле сначала не рассматривала ее к покупке, считая, что мне хватит одной раскраски, которая, Хьюги, раскрась уют и печеньки, что-то в этом роде. Она мне очень нравится. Я там раскрашиваю, как вот приобрела раскраску каждый месяц по одной иллюстрации, бывало по несколько, но вот тут какое-то время не задействовала ее, но суть в том, что она мне нравится, и я продолжу ее раскрашивать. Вот. Но потом я у Виолетты посмотрела, по-моему, еще у кого-то. В общем, я поняла, что раскраска все-таки отличается от той. Во-первых, действительно есть новые иллюстрации, очень красивые. Плюс из прежних раскрасок то, что есть, тоже, можно сказать, одно из самых лучших. Проходных иллюстраций мало что не может не радовать. Поэтому я решила, что ее приобрету, потому что хочется чего-то такого новенького, плюс чтобы это было и уютное, и зимнее. Да, собственно, эта раскраска, за редким исключением, здесь все зимние картинки, что очень тоже классно. К тому же в той раскраске, когда я ее только приобрела, я позволяла себе раскрашивать фломастерами, а здесь я хочу раскрашивать только карандашами и акварелью. Вот. Соответственно, я по своей традиции купила раскраску и сразу же ее начну. Начинать я ее буду не с самого начала, хотя здесь, например, и эта иллюстрация мне нравится, и здесь все нравится. Но вот это мне просто безумно понравилось. Единственное, что я не знаю, может быть, еще здесь раскрашу. В общем, я сначала сделаю фон, тут вот раскрашу, а дальше посмотрим. Просто я хочу здесь, скорее всего, применить гелевую ручку. А вот с этой стороны мне хочется сделать акварельную подложку. И, соответственно, если я ее потом буду делать, вот это может все потечь. Мне это абсолютно не надо. Мне уж очень нравится эта иллюстрация. Я думала, что дерево здесь сделать акварелью детской. В теории я знаю, как это делается, я пробовала, у меня получалось, но все-таки я решила нет. Раскрашу я карандашами, чтобы все было такое яркое, красивое. И единственное, что я же люблю использовать мэджики. И у меня, как вы знаете, два мэджика коричневых, точнее три. Один тоненький Берлинга, которым я дорабатываю всякие там такие моменты. И два таких трехцветных, Kohinoor и Fix Price. Так вот, фикс-прайсовским я как раз раскрашиваю изделие из дерева. Но у меня его совсем чуть-чуть осталось, и я, наверное, предпочту его оставить на какие-то раскраски, где, ну вот, например, Средиземье, где там тоже много дерева, но там небольшие пространства, и, например, акварелью мне было бы это сделать сложно. Поэтому я решила взять Magic из Kohinoor'овского набора. Он у меня расходуется значительно в меньшем количестве. Не, ну, собственно, в любом случае расходуется, потому что вот, да, например, блендер и вот этот, да, насколько разница.
Он просто подходит больше под деревья, а под изделие из дерева подходит вот этот. Ну, ладно, побережем. И, ну, приступлю. Сейчас, знаете что, возьму листочек. Ну и, в общем-то, приступим. Ну, я, конечно, на камеру не буду красить полностью весь фон. Я немножко пораскрашиваю. Не, я могу, конечно же, просто без голоса пораскрашивать, потом увеличить скорость и дальше озвучить. Ну, возможно, так я, конечно, сделаю. Давно такого у меня не было на канале. Да, наверное, можно именно так и сделать. Ну что ж, включаю ускоренный режим. Музыку ставить не буду, я сама это не очень люблю. Хотя я не исключаю, что как-нибудь я попробую вставить эту самую музыку, но все равно с голосом. Ну, не знаю, мне так больше нравится. Фон я сделала. Прошлась еще блендером, потом салфеткой. Но потом я еще добавлю немножко черного карандаша. Сейчас надо только вот здесь вот, типа, как я понимаю, что фисташки, что ли. Ну, по крайней мере, очень похожи на фисташки. Ладно, я сейчас займусь вот этими фонариками. Я еще брала берлинго двухцветные, проходилась там, где было сложно, таким толстым карандашом. Ну, если что-то упустила, всегда доделаю. Сейчас сделаю вот эту. В теории я бы ее хотела, но не знаю, в идеале сделать как гирлянду и такой прозрачный провод, но не знаю. Как-то это темновато. Нет. И здесь даже, наверное, подойдет ластик. Тоненький. Я обычно тонкие ластики не использую, но, наверное, в таких целях они могут пригодиться. Сейчас найду. Вот он. Мне один ластик дарила Ульяна, другой, по-моему, Виолетта. Вот. В любом случае, девчонки, спасибо. Я просто запуталась, кто какой. Это можно видео посмотреть. Так. В общем, вот здесь надо стереть. Заехала не туда, куда нужно. Но это я уже не когда раскрашивала, а когда растирала салфеткой. Вот. И карандаш, он там пигмент разнесся везде, где можно и нельзя. Вот. Я сейчас возьму другой карандаш, посветлее. Наверное, вот этот подойдет. Ой. Посмотрим, как это все у меня осуществится. Да, вот этот значительно лучше. Будет хотя бы заметен на бумаге. Понятное дело, что я добавлю черный карандаш, и проводок будет виднее. Вот. Так, и теперь буду раскрашивать вот эти звездочки. Ну, я хочу, по крайней мере, раскрасить это именно как гирлянду светящуюся. Сделаю
наверное, желтый цвет. Я не хочу пестроты, не хочу делать как бы прям совсем разноцветное. Поэтому возьму это. Одним цветом буду. Вот это карандаши из набора Ашан, 50 цветов. Они очень классные. Хотя, безусловно, может быть и попадается иногда бумага, на которую карандаши плохо ложатся, но такая же тема бывает и с фикс-прайсовскими, и даже с призмами, и с тервентами бывает. Вот, со всеми. Поэтому от этого никто не застрахован. Но на данной бумаге карандаши просто прекрасно ложатся. Даже вот этот светло-желтый, я даже не нажимала. Вообще, я слышала, ну, раньше такую теорию, что карандаши лучше всего проверять типа на желтом цвете. Ну, что если в наборе там вот есть желтый, да, если он хорошо пигмент отдает, значит и все остальные цвета будут такими же хорошими. Но вообще это неправда. Как раз таки на желтых, на синих не надо проверять. Ну, по крайней мере, если они мягкие, это не значит, что все будут мягкие. Потому что я как-то даже, мне кажется, рассказывала, что синий и желтый пигмент, они очень едкие. И вот, например, ткань режется желтая, синяя гораздо легче. То есть точно из той же серии ткань, допустим, другого цвета, там, не знаю, красного, черного, не знаю, хаки, все что угодно, да, будет резаться с проблемами. Это я еще давно приметила. Я тогда делала еще балетную обувь и себе, и на заказ. Мне просто было интересно. Вот. И я на трехгорке, по-моему, брала такую ткань, подходящую для этих целей. И вот действительно ткань подобных цветов, и вот синий, желтый, она режется прям, ну, действительно намного-намного проще. Она когда же как распадается, потому что очень едкий краситель. Поэтому на желтый цвет, кстати, ориентироваться-то и не надо. Мы также знаем, да, бывают наборы, вот брутфунеры какие-нибудь там супер мягкие, классные, а потом берешь какой-нибудь телесный цвет, а он не, ну я не знаю, может быть это тоже такая обманочка, что он же светлый, а мы хотим поярче по первости нанести. Может быть и так, не знаю, но все равно кажется, что они жестче. Поэтому многое зависит, конечно, от красителя. И здесь прям... Не, ну хотя, конечно, может быть, и можно ориентироваться на желтые, на синие, но именно если типа плохо отдает пигмент, тогда брать не стоит. То есть если пигмент отдает карандаш хорошо, то это не показатель. То есть надо понимать, что оно так в принципе и есть. А вот если не отдает, ну тогда да, можно задуматься. Может, конечно, и так.
Ну, просто норма это когда желтый, синий, яркий. В общем, мне здесь захотелось так немножко заморочиться. Ну, лучше бы это делать без камеры. Но видео снимать тоже надо. Я потом еще здесь сделаю немножко желтоватого по краям. Ну, учитывая, раз уж это, как мы понимаем, освещает, должно же освещать лампочка какое-то пространство. Ну, в общем, как-то так. Ну и перехожу к следующей звездочке. Ну, здесь скорее будет гелевая ручка с блестками. Но это чуть позже, потому что я сейчас раскрашу вот эти звездочки. И потом, как собиралась, возьму и пройдусь вот здесь акварелью. Я не знаю, буду ли я раскрашивать эту иллюстрацию в этом месяце, вполне вероятно. Потому что, ну, может быть, я возьму с собой в Питер, кто знает, если поеду, да? Поэтому там, возможно, я дораскрашиваю. Но основная иллюстрация, которую я должна буду раскрасить, это. А так, если что, перейдет на следующий месяц. То есть, как таковой в планах у меня ее нет. Просто я хочу подстраховаться, чтобы и здесь использовать нужный мне материал, и как бы с той стороны тоже делать как нравится, как хочется. И здесь добавлю оранжевого. Ну да, здесь все-таки еще и от дерева может что-то. Так что все правильно. Я так думаю. Мне не терпелось, потому что пришлось ждать несколько дней до съемок видео. Я занималась там уборкой и прочим. И, конечно, я прям вечером перед сном перелистывала, думаю, когда я уже ее начну. Вот. Но хотелось начать все-таки на камеру, потому что я уже не один раз начинала за кадром. И уже даже покупки снимала частично с начатой иллюстрацией. Так что хочется вроде как всегда, снять. Вот что-то я задумалась и оранжевым еще сюда зашла. Ну, ничего страшного, в принципе. Но немножечко запуталась. Ну, в общем, как-то так. Остальное я раскрашу за кадром и покажу вам в конце месяца. Ну, а это видео, если понравилось, то ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Вам не сложно, мне очень приятно. Ну и, конечно же, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, хорошей канцелярии, интересных раскрасок. До скорой встречи. Пока-пока.